Овчарка раскопала старый ящик под крыльцом заброшенного дома. Открыв его, хозяин в ужасе закричал от увиденного. Марк давно мечтал о месте, где можно спрятаться от шума города. Когда он нашел старый дом у самой кромки леса, решение принял сразу. Дом был ветхий, крыльцо прогнило, вокруг стояла тишина. Именно та, о которой он мечтал. Но его пес, немецкая овчарка по кличке Джек, с первого дня повел себя странно. Вместо того, чтобы исследовать территорию, он подолгу сидел у старого крыльца. Настороженный, неподвижный, он словно вслушивался в то, чего Марк не мог услышать. Иногда Джек тихо поскуливал, не сводя взгляда с одной и той же точки. Марк сначала не придал этому значения. Старый дом, новые запахи, мало ли что могло привлечь собаку. Но на третий день поведение Джека резко изменилось. Утром Марк услышал глухой стук. Выйдя на улицу, он увидел, как Джек яростно роет землю прямо под прогнившими досками крыльца. Земля летела в стороны, когти скребли по дереву, а сам пес не реагировал ни на голос, ни на команды. «Джек, ко мне!» — крикнул Марк. Но пес даже не обернулся. Прошло несколько минут, прежде чем Марк понял, это не просто упрямство, там что-то есть. Он взял лом и начал помогать. Доски поддавались с трудом, древесина крошилась, воздух наполнился запахом сырости и старого дерева. Наконец, под крыльцом показалась темная полость. И тогда Джек резко зарычал и вцепился зубами во что-то внутри. Через несколько усилий он вытащил наружу небольшой деревянный ящик, потемневший от времени, оббитый железом с тяжелым ржавым засовом. Он выглядел так, будто пролежал там не один год. Марк поднял находку и занес в дом. Сердце билось быстрее, слишком уж странной была вся эта ситуация. Он поставил ящик на стол, и в этот момент замер. Изнутри донесся звук. Слабый, прерывистый, почти неуловимый писк. «Не может быть», – прошептал Марк. Джек тут же подошел ближе, тихо заскулил и начал облизывать крышку ящика, словно чувствовал, что внутри кто-то живой. Руки Марка дрожали, когда он взялся за засов. Ржавчина скрипела, металл не поддавался. Но через несколько секунд он все-таки открыл крышку. И застыл. Внутри, на старом шарфе и сухой траве, лежал маленький комочек меха. Это был детеныш рыси, едва живой. Он почти не двигался. Его дыхание было слабым, глаза закрыты, а тело худым до крайности. Казалось, еще немного и будет поздно. Марк не стал терять ни секунды. Он схватил телефон и набрал номер ветеринара, которого нашел еще при переезде, специалиста по диким животным. «Пожалуйста, приезжайте, срочно. У меня тут рысь, детеныш. Он умирает». Ветеринар приехал удивительно быстро, всего через полчаса. Осмотрев малыша, он покачал головой. «Еще чуть-чуть, и вы бы его не спасли. Ему повезло, что ваша собака его нашла». Началась борьба за жизнь. Первые дни были самыми тяжелыми. Рысенка кормили по часам, согревали, делали уколы. Он был слишком слаб, чтобы даже нормально двигаться. И все это время Джек не отходил от него ни на шаг. Он лежал рядом, осторожно прижимаясь боком к маленькому телу, согревая его своим теплом. Если кто-то подходил слишком резко, Джек настораживался, но не проявлял агрессии, словно понимал, сейчас важно другое. Прошли недели, и однажды рысенок впервые открыл глаза. Слабые, но уже живые. Марк назвал его Лео. С каждым днем он становился сильнее. Начал вставать на лапы, делать первые неуверенные шаги. А Джек все так же был рядом. Терпеливый, спокойный, словно настоящий опекун. Иногда они даже играли. Лео неуклюже пытался прыгнуть, а Джек аккуратно отступал, давая ему почувствовать силу. Но Марк понимал, рано или поздно придется отпустить. Когда Лео полностью окреп, приехали специалисты из заповедника. Они осмотрели животное и подтвердили, его можно вернуть в дикую природу. День расставания был тихим. Лео осторожно погрузили в переноску. Джек сидел рядом и внимательно смотрел, не отрываясь. Он не скулил, не лаял, просто наблюдал, будто понимал. Когда машина уехала, Марк еще долго стоял во дворе. Тишина снова вернулась. Та самая, о которой он мечтал, но теперь она ощущалась иначе. Марк посмотрел на Джека и тихо сказал: «Если бы не ты...» Пес лишь спокойно сел рядом. И в этот момент Марк понял простую вещь. Иногда животные слышат, чувствуют и понимают гораздо больше, чем человек способен объяснить.